Здравствуйте, мои хорошие рукодельницы. Я вас приветствую на своем канале. Опять я режу джинсы, старые джинсы. Нарезала квадратики 15 на 15 и решила я их задекорировать. Лапка у меня для штопки. Я пропустила нить в это отверстие, чтобы она смотрела вниз. И пропускаю строчку. Но здесь не столь важно, шьете вы на свободном ходу или простой лапкой. Когда вы нить пропускаете через лапку, ваша нить никуда не убегает. Это у меня ровница, поэтому я по-разному кручу, верчу, но зеленая нить у меня была в два сложения, крученая. И когда я прошивала простой строчкой, она у меня раздваивалась, поэтому я стала шить зигзагом и обыкновенной лапкой. Мне больше так понравилось, чем делать вот такие выкрутасы. Верхнюю нить желательно брать в тон вашей пряжи, чтобы не было видно перепадов. Вы можете заранее нарисовать рисунок и по рисунку не спеша аккуратненько выкладывать ваши загогулинки. В предыдущей работе, где я делала сидушку или коврик, я шила этой же пряжей, но мне понравилось там больше, потому что там большое было расстояние и были волны. Здесь маленький квадратик, знаете, как-то не очень смотрится. Вот я решила просто по квадрату, можно сказать по кругу, я прошиваю. Мне понравилось шить пряжей, вот именно декорировать изделия пряжей. В дальнейшем я попытаюсь что-то придумать такое оригинальное, хорошее. Одним словом, буду экспериментировать над этим. Девчонки, заглядывайте в гости ко мне на канал. Почаще заглядывайте. Я буду вам рада. Обязательно пишите комментарии. Если вам понравился мой канал, то подписывайтесь и, конечно, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я экспериментирую, что-то придумываю, и я думаю, я вас порадую новыми работами. Задекорированные квадратики мы с вами должны выровнять, отутюжить, и я решила их разрезать пополам. Я изначально хотела из треугольников собрать рисунок, но, как вы увидите, вариантов очень много. У меня было 3 цвета по 3 квадрата. Ну а теперь готовые треугольники выкладываем на стол и крутим, вертим, смотрим, какой же нам нравится больше рисунок. Я вот остановилась над этим. Треугольники вы можете шить между собой, собрать их в блок, но я пустила вот такую полоску. Сначала сделала строчку, подвернула и прошила. У меня есть вот такие полоски джинсовой ткани, они у меня 4 сантиметра. Я их постирала, я хотела их использовать в другой работе. Постирала специально, чтобы сделать бахрому. Но это проблематично. Я сейчас убираю нитки на нужных отрезках. Произвольно разрезаю длинные полоски, чтобы у меня их не было длинными. Ничего не вымеряя, не замеряя, просто. И теперь я темную, светлую вот так складываю от одного угла к другому углу. Я черчу линию. И по ней я делаю строчку. Для удобства зафиксируйте булавками. У меня получается вот такая длинная полоска. Все вот эти излишки я отрезаю, уголочки. И когда я буду пришивать этот шов в разутюжку в разные стороны, тогда не будет толщины. И теперь сделанной полоской я буду обрабатывать край, пришивать полосы, чередуя. Когда все прошили, нужно обязательно отутюжить. Джинсу я утюжила через мокрую марлю. После того, как все отутюжим, нужно обязательно выровнять весь край со всех сторон. Решила я шить сумку. Выкроила обратную сторону, сделала подкладку, обтачку. Обтачка у меня сантиметров 8-10. Это у нас обтачка. Это у нас подкладка. Я пропустила, сделала шов. И теперь я еще делаю отстрочку.
ручки в готовом виде 3,5 сантиметра. Ширина сумки у меня 50 сантиметров. От края я отступила 14,5 сантиметров. А здесь у меня получается 14 сантиметров. Я зафиксировала ручки на обратной стороне и на передней стороне. Сейчас делаю 2 строчки туда-сюда закрепкой. Закрепляю ручки. Я пришила ручки на лицевую сторону и на заднюю. Я вытащила их буквально на 1,5 сантиметра с двух сторон. Здесь и здесь, но так, чтобы они были у нас одинаковые. И теперь я пришиваю нашу обтачку вместе с подкладкой. Но здесь вариантов несколько, как вы будете пришивать. Вы можете отдельно сделать подкладку, потом пришить к обтачке. Можно сначала сделать, полностью шить эту сумку, пришить обтачку, вставить как чулок. Смотрите, как вам удобней. Вот такая получается сумка. Вот посмотрите. Подкладка, обтачка. Я выравниваю вверх. И все выравниваю. Нижнюю подкладку, что мне мешает, я все отрезаю. Также я делаю и на задней стороне. Здесь у меня отстрочка. Я здесь сделала кармашек. Ну, на всякий случай ключи положить. Теперь беру сумку, складываю лицо к лицу, совмещаю вот эти швы, фиксирую булавками. Смотрите, чтобы у вас была стыковка. И мы прошиваем. Но прошиваем так, где подкладка, где-нибудь или сбоку, или внизу мы оставляем отверстие для выворачивания. Сумку мы с вами прошили. Теперь пробегаемся взглядом и смотрим, что не надо, отрезаем, где надо, завязываем узелки. Но когда вы начинали шить, обязательно вы всегда делаете закрепку. И теперь, пока все в развернутом состоянии, делаем уголки. Вы смотрите, или замеряете по линейке, да, сколько вот от этого шва, допустим, соединяете 2 шва вместе, тот нижний и верхний, и по линейке вы замеряете, сколько вам надо сантиметров, делаете, прошиваете уголок, отрезаете лишнее. Так на подкладке и также делаете на сумке, чтобы они у вас были одинаковые. Уголок я сделала 5 сантиметров, я нарисовала карандашом, так намного проще и удобней. Вот я сделала на сумке уголки. Когда сделали уголки, все просмотрели, выворачиваем через наше отверстие, смотрим с лица, мало ли, может, где-то у вас что-то торчит или вы где-то не прошили. Все нормально. Шовчики у нас, посмотрите, вот они все сходятся. И теперь можно зашить вот это отверстие. Довольно-таки интересная получается сумка. По внешнему виду она мне очень-очень нравится. И смотрите, мы с вами пришили обтачку. И у нас это все вот так вот топорщится, да? Мы можем, во-первых, у нас там ручки чуть-чуть выходят. Мы можем ручку прошить вот так по кругу, крест-накрест, как бы закрепить ее, да? Можем пустить отстрочку. Или как-нибудь вручную, может быть, зафиксировать вот к подкладке, к той стороне, вручную аккуратненько. Так, чтобы у нас здесь все было, лежало ровно. Если мы даже отутюжим, все равно со временем это будет все выскакивать, все будет вот так вот вылезать. Боковых швов, если вы проложите строчку по краям, недостаточно. Я прошила вверх по кругу. Пустила декоративную строчку. Ну, вот такая сумка симпатичная у меня получилась. Когда я начинала шить, я вообще хотела шить декоративную подушку, да и вообще попробовать, как такие вот блоки, допустим, смотрятся в изделии, да. Но тут вспомнила, что мне мамка все время говорит, что ты все шьешь в телевизор, когда ты мне сумку сошьешь. И я вот между делом решила ей шить сумку. Я думаю, мама, ты будешь довольна такой вот гламурной сумкой. Ну, а с вами я прощаюсь, девчонки. Встретимся в следующем видео. С вами была Валентина Никита. Пока-пока.